Всем привет! Моя подруга восхитилась моими геометрическими сумочками и попросила меня сшить кожаный прогулочный рюкзачок. Мы согласовали размеры, форму и прочие детали рюкзака. Кожу она мне предоставила, вот она вся. А остальные материалы, включая работу, будут ей в качестве подарка к ее дню рождения. Кожа вся разная, как вы видите. Для спинки я возьму этот лоскут. Это кожа примерно 2 мм толщиной. Для передней стенки эту. Они немножко отличаются оттенком, но тем не менее более-менее так похожи. Эта кожа потоньше. И для геометрических фигур я возьму кожу разных цветов толщиной примерно 1,5 мм. Ссылку на выкройку, как и к предыдущим изделиям этой серии, я оставлю в описании к ролику. Шить я буду опять вручную по той же технологии, что и сумки, и янтарный ларец, и сердце. Как обычно, я буду смотреть фильмы и под них работать. Опять же, постараюсь сделать не очень длинное видео, поэтому комментировать каждый шаг я не буду. У кого возникнут вопросы, посмотрите мой ролик с сумкой янтарный ларец. Думаю, вы найдете ответы. Если нет, пишите вопросы в комментариях, буду отвечать. Итак, начну. Смотрите, это передняя стенка рюкзака. И вам нужен будет лоскут примерно 50 на 50. Если у вас нет такого лоскута, такого размера, то можно, в принципе, сделать дно сточное, ну, сшивное отдельно, да, то есть отдельно эту деталь выкроить, отдельно эти детали. То есть, но надо будет только учесть припуски на швы вот по этим линиям. Еще один момент. Когда я вырежу треугольники, четырехугольники, ну, в общем, все геометрические фигуры и буду размечать их местоположение на основе, чтобы перемычки не порвались, а они здесь достаточно тонкие, я буду фиксировать выкройку строительным скотчем не просто где-то, да, вот по краям, а полностью, вот так проклеивая выкройку. Он достаточно прозрачный, то есть все линии видно.
Сейчас у меня небольшое пояснение для тех, кто действительно будет шить рюкзак по моей выкройке. Смотрите, одну половинку молнии я уже пришила к задней стенке. Передней еще нет. Вот здесь вот расстояние на выкройке, оно рассчитано максимум для молний вот такого размера. То есть не очень крупных. В последний момент мы с подругой решили, что поставим молнию покрупней. То есть вот эта молния, она, по-моему, десятка, может быть даже 12. Собачки у нее очень широкие. Ширина собачки этой молнии вот 1,7. От этого расстояния будет мало, поэтому я вот здесь вот обрежу немножко, оставлю буквально, ну вот сколько, 2 миллиметра, да, может быть, и буду пробивать дырочки вот прямо в самый притык вот к этим цветным кусочкам. То есть вот эту кромку я срежу, оставлю совсем чуть-чуть. Если вы будете делать, вставлять такую же молнию, крупную имеется в виду, можно будет тоже срезать. Если у вас молния будет не крупная, то можно будет и не срезать. Изначально я не планировала что-то здесь обрезать. Ну, сделаю, ничего страшного. Собачку вторую я поставлю уже потом, когда пришью вторую часть молнии передней стенки. Ну, это я сделаю сейчас. И у меня будет рюкзак вот так вот застегиваться и расстегиваться таким образом. Рюкзачок готов. Для крепления лямок я использовала ременные винты. Можно пришить, у кого винтов нет. Можно и заклепки поставить. Лямки, естественно, регулируются по длине. Здесь карманчик для смартфона я уже показывала. Здесь карман для ключей тоже я уже показывала. Расстегивается он таким образом. И здесь внутри я решила бонусом еще вот такую сумочку из остатков сделать, чтобы в нее тоже можно было что-то положить, какие-то деньги, карточки, может быть, ну, чтобы оно все не болталось там в рюкзаке. Пойду радовать хозяйку, а с вами на этом я буду прощаться. Если вам нравится то, что я делаю, пишите свои комментарии, ставьте лайки, задавайте вопросы, делитесь моими видео. Всем желаю хорошего настроения. До свидания!